Какой мотив для убийства вы посчитаете самым тривиальным? Измену, ревность или деньги? Не спешите отвечать, это вопрос с подвохом. Ведь ревнивец может оказаться скрягой, а неверная жена сама сгорать от ревности. Когда в любовном треугольнике у каждого есть свой мотив для убийства, разобраться полиции будет непросто. И тогда даже убийце, которого никто не осмелился бы назвать очень умным, удастся водить следствие за нос 467 дней. Еще ребенком, подрастая в городе Амарилла, штат Техас, Робин точно знала, чего хочет от жизни. Она хотела сидеть дома и заботиться о детях, пока муж будет обеспечивать семью. Ее родители, военные, прожили в счастливом браке 40 лет, и девушка мечтала о таких же отношениях. Но все не складывалось, потому что она выбирала плохих парней, а от порядочных бежала как от огня. Но больше всего Робин боялась остаться совсем одна. Она ненавидела быть одна. К счастью, благодаря своей общительности она получила работу официантки в ресторане, где не было отбоя от мужчин. И как-то вечером в 2003 году 22-летняя Робин встретила прекрасного молодого человека, Джереми Дэвида Спилбауэра, хотя все звали его просто Джей Ди. 21-летний Джей Ди был нежным, заботливым и очень вежливым парнем. Он служил в морской пехоте и успел побывать в Ираке и Афганистане. На гражданке для него тоже нашлась работа – механиком. Стоит ли говорить, что Робин влюбилась в него по уши? Через 2 месяца она сообщила родителям радостную новость – они с Джей Ди ждут ребенка. Родители только тогда впервые услышали о том, что она с кем-то встречается, но спорить не стали. Робин переехала в дом Джей Ди и его матери. После появления на свет дочери пара решила пожениться. Вскоре родилась их вторая дочь. Но, как это часто бывает, растущей семье становилось все труднее в финансовом плане, и конфликты были неизбежны. Затем семья неожиданно для их друзей и родных начала посещать местную церковь, причем около 3 раз в неделю. Там они завели новые знакомства, в частности в их жизнь вошла молодая мать 2 детей Кэти. Девушки быстро подружились, но подруга Робин, Эрин, с подозрением отнеслась к новому увлечению Джей Ди религией. Ей казалось, что причина посещения им церкви более тривиальна – желание чаще видеться с Кэти. К сожалению, она оказалась права. Робин упрямо закрывала на все глаза, вплоть до того момента, когда муж переехал к любовнице. Примерно спустя 8 лет брака Робин подала документы на развод и вернулась жить к родителям. А Джей Ди и Кэти поженились 10 ноября, в день основания корпуса морской пехоты. Мужчина теперь помогал Кэти растить ее 2 детей, но было очевидно, что Робин не забыла бывшего мужа, пока она не увлеклась Джаредом. Очевидно, молодой человек искренне нравился Робин, и подруги, особенно Эрин, были очень рады за нее. Робин, наконец, снова стала собой, радовалась и счастливо улыбалась, как прежде. Казалось, любящий муж и уютное семейное гнездышко замаячили на горизонте девушки. Но этот цвет надежды быстро угас, когда одной ночью в апреле 2014 года Робин села в машину и уехала, и больше не вернулась домой. Утром 8 апреля 2014 года мама Робин заметила, что дочери еще нет. Она решила, что та осталась у кого-то из друзей, как делала раньше, и испытала некоторое раздражение, потому что ей нужно было ехать на работу, и она не знала, кто отвезет внучек в школу. В тот момент ей даже в голову не пришло, что с дочерью могло что-то произойти. В тот же день около полудня местный бизнесмен ехал по трассе и съехал на удаленную дорогу Хелиум-Род, когда с криками «Она мертва! Она мертва!» навстречу ему выбежали 3 девочки. Мужчина связался со службой спасения после того, как девочки рассказали ему, что заметили черный «Шевроле Тахо», возле заднего колеса которого лежала девушка. Она не дышала и не двигалась. Приехавшие офицеры сделали вывод о том, что бедняжка пролежала там несколько часов. Ей нанесли удар тупым предметом по голове. При ней не оказалось документов, кошелька или телефона. Но по номеру машины удалось выяснить, что жертвой стала Робин Спилбауэр. Родителям Робин пришлось сообщить ужасную новость ее девочкам и бывшему мужу.
Джей Ди не мог поверить в произошедшее и не сдерживал слез. Он тут же приехал к семье, чтобы поддержать детей и бывших тещу и тестя. В то же время криминалисты занимались изучением места преступления. Первое, что они заметили, это необычное повреждение стекла машины. На стекле задней правой двери остались сколы и следы ярко-розовой краски. О чем это говорило? О том, что кто-то бил по стеклу машины чем-то тяжелым и розовым. Однако детективы еще понятия не имели, какое значение сыграет эта находка в расследовании. Поэтому они занялись опросом знакомых Робин. Ее бойфренд Джаред рассказал, что после работы пошел домой, поиграл в видеоигры и лег спать. Джей Ди тоже сказал, что находился дома, выпил пиво и уснул. И даже близко не показывался у Хелиум Роуд, понятия не имеет, куда могла тем вечером поехать Робин, зачем или с кем. Вот только его телефон рассказывал совершенно другую историю. Судя по сообщениям, они с бывшей женой собирались встретиться тем вечером. Мужчине пришлось признаться, что его жена поехала к подруге, а он договорился с Робин встретиться у него дома и поговорить о детях, поэтому хотел, чтобы там был дядя на случай, если жена вернется раньше времени. Однако он забыл о встрече и после того, как дядя ушел, просто уснул на диване. Он проснулся незадолго до 10 вечера от странного гнетущего чувства. Джей Ди отправил сообщение жене и дяде, спрашивая, все ли с ними в порядке. В 22:18 также написал Робин. Она не ответила. Он попытался позвонить, но включилась голосовая почта. Всего через несколько минут после того, как Джей Ди позвонил бывшей жене, к дому подъехала Кэти. Дядя Джей Ди, который вернулся, чтобы успокоить взволнованного племянника, подтвердил, что она приехала в 22:20. Детективы видели, что Джей Ди как будто пытается на что-то намекнуть, и прямо заявили, что он вызывает много подозрений. В ответ на это мужчина сказал, что и у него есть свои подозрения, но не стал уточнять, какие. Следователи не сомневались в том, что Джей Ди что-то скрывает. Покопавшись в его жизни, они узнали, что это могло быть. Джей Ди был женат на Робин, но завел роман с Кэти. Потом он развелся с Робин, женился на Кэти и завел новый роман, на сей раз с Робин. Мужчина утверждал, что они поддерживали дружеские отношения ради детей, но Кэти догадалась, что между бывшими супругами происходит что-то еще. Джей Ди и Кэти ссорились практически ежедневно, и Робин считала это забавным. Она была не прочь отплатить Кэти той же монетой. Две женщины боролись за мужчину, которого обе считали неверным мужем. Что в нем было такого, за что стоило бороться, остается загадкой. Подруга Робин Эрин даже припомнила инцидент в 2013 году, когда Робин приехала домой к Кэти, чтобы забрать девочек. Кэти схватила и столкнула ее с лестницы, взобралась сверху и избивала, пока Робин не удалось сбросить ее с себя. Когда Эрин услышала о том, что произошло, она попросила подругу не оставаться наедине с Кэти, потому что она одна из тех сумасшедших, которые способны на убийство. И вот через 5 месяцев после той драки Робин была мертва. Следователи, конечно же, поговорили с Кэти. Та призналась, что не любила Робин, но заявила, что не угрожала ей. Однако она споткнулась на том же, на чем споткнулся ее муж, на собственных сообщениях. И не одном или двух. Всего за 4 дня до убийства Кэти отправила мужу 336 гневных сообщений. Очевидно было, что она в ярости и не может найти способ выплеснуть свою злость. Меньше чем за час до убийства она написала мужу следующее. «Мои мечты о счастливой семье испарились. Я не буду заставлять тебя продолжать нести эту ношу. Ты начал это, хочешь ты в это верить или нет. Я закончу». Именно такие заявления в глазах следователей превращают ревнивую жену в подозреваемую в убийстве. Однако у Кэти был не только мотив, но и алиби. Они с сыном провели вечер в доме ее подруги Саванны. Уехав от нее около 10 часов вечера, они вернулись домой в 10:20, что подтвердили Джей Ди и его дядя. Кроме того, не было улик, связывавших ее с местом убийства, по крайней мере пока. В тот же день, когда детективы допрашивали Кэти, судмедэксперт провел вскрытие тела Робин. На месте преступления оказалось, что она погибла после сильного удара тупым предметом по голове, но вскрытие выявило кое-что еще.
В затылок жертвы выстрелили из пистолета пулей 22-го калибра. Теперь полиция начала искать оружие. Родители Робин, живущие всего через несколько домов от Кэти и Джей Ди, наблюдали за тем, как полиция приехала проводить обыск в доме их бывшего зятя. В доме семейной пары хранился целый арсенал, но для Техаса это вполне обычное дело. Однако один маленький пистолет привлек к себе много внимания. Пистолет с яркой розовой рамкой, того же калибра, что и пуля, убившая Робин. От пистолета откололся кусочек пластика, поэтому криминалисты вернулись на место преступления и прошерстили землю, где нашли машину. Они обнаружили гильзу и 2 фрагмента ярко-розового пластика, которые, конечно же, подошли пистолету. Любопытно было то, что после убийства, но еще до того, как они нашли оружие, следователи просмотрели страничку Кэти в Фейсбуке и видели снимок, на котором она в тире стреляет из того самого розового пистолета. Но еще до того, как они смогли осознать важность находки, она удалила снимок. Кажется, Кэти не хотела, чтобы полиция знала об оружии. Почему бы это? Детективы пристальнее присмотрелись к тому, где она была в момент убийства. Помните, у нее было алиби. Они с сыном провели вечер с семьей Саванны и уехали в 10 часов. Однако Саванна рассказала, что Кэти с сыном уехали в 9:50 или около того. Всего 10 минут, но они играли решающую роль. От дома Саванны до Хелиум Роуд можно доехать за 3,5–5 минут. Эти 10 минут бросили тень на алиби Кэти, и это сделала ее лучшая подруга. Было и кое-что еще. Пинк показал, что в 22:13 Кэти находилась у вышки, которая расположена близко как к дому Саванны, так и к месту преступления. То есть у Кэти были средства, возможности, мотив совершить убийство. Полиция полагала, что у них есть все, что нужно для ареста. Кэти арестовали на глазах ее 12-летнего сына Диего. Кстати, как подтвердили все свидетели, в тот вечер Кэти все время была с сыном. Неужели он не заметил бы, что мама остановила машину на удаленной дороге, поругалась с кем-то, а затем совершила убийство? Тем более, что Робин не только застрелили, но и ударили тяжелым предметом по голове. Подросток бы наверняка это заметил, но когда с ним поговорили, он рассказал, что все, что он помнит, как сел с мамой в машину и играл в игры на телефоне все время, пока они катались по городу. Таким образом, 11 апреля, всего через 4 дня после убийства, следователи сообщили родителям Робин новость об аресте. Близкие Робин потеряли дочь и подругу, но возможным утешением для них служило то, что человек, ответственный в ее гибели, Кэти Спилбауэр, сидела за решеткой. Дело закрыто? Не совсем. Кэти сидела в тюрьме, не имея средств внести залог, пока следователи и окружной прокурор Джеймс Фаррен строили дело против нее. И вскоре получили помощь из неожиданного источника. Джей Ди пришел в участок и начал с того, что утверждал и раньше. Он был дома с дядей, когда написал Робин, предлагая встретиться на Хелиум Роуд. На этот раз мужчина рассказал о том, что чуть позже 9 часов вечера вернулась Кэти. Она была в плохом настроении и затеяла ссору. Мужчина не хотел ругаться, поэтому ушел в спальню и прилег. Проснувшись, он увидел, что жена уехала на его машине. Тогда-то у него и появилось дурное предчувствие, и он решил узнать, у всех ли все в порядке. Дядя и Кэти написали, что все нормально, а Робин не ответила. На вопрос детективов, почему он решил рассказать об этом сейчас, Джей Ди пояснил, что мысль о том, что жена виновна в убийстве, сводит его с ума. Детективы возразили свидетелю, что эта версия противоречила телефонным данным, находившимся в распоряжении полиции. Пинг телефона Джей Ди показал, что в 9:23 вечера он находился на пути к месту преступления. Джей Ди заявил, что телефон взял с собой кто-то другой. Кто? Единственный другой человек, который был с ним дома – Кэти. Она увидела переписку мужа с любовницей, поэтому взяла телефон, его машину и отправилась на встречу с Робин. Но почему тогда Кэти била пистолетом по стеклу задней правой двери? Нет, детективы были уверены, что, скорее всего, любовники все же встретились на Хелиум Роуд и сидели на заднем сиденье машины, когда появилась Кэти. Она выстрелила быстрее, чем Джей Ди смог что-то предпринять, и теперь он разрывался между преданностью Кэти и желанием добиться справедливости для Робин.
Следователи дали мужчине еще немного времени, и, наконец, через 8 дней он согласился рассказать все. Они с Робин встретились на Хелиум-Роуд, сидели в машине и просто разговаривали о детях, когда он заметил в зеркале заднего вида огни фар. Через несколько секунд они услышали, как по стеклу постучали чем-то тяжелым, явно не кулаком. Он открыл дверь, это была Кэти. Девушки немедленно начали ругаться. Джей Ди потребовал, чтобы они прекратили ссору и заверил Кэти, что они просто разговаривали о детях. Затем он пошел к своей машине и поехал домой, уверенный, что Кэти последует за ним, но ошибся. Поэтому он отправил те сообщения, спрашивая, все ли нормально. Он заявил, что не рассказал обо всем раньше, потому что не хотел в это верить, ведь все еще любил Кэти. Но теперь с его семейной жизнью было покончено. Он подал на развод и ни разу не навестил жену в тюрьме, в месте, где она оказалась надолго, если только что-нибудь не докажет ее невиновность. Когда следователи занялись делом, оно казалось простым и понятным. Им хватило 4 дней, чтобы связать Кэти с убийством. Прокурор полагал, что, посидев в тюрьме, она сознается, но не тут-то было, не помогло даже признание ее мужа. Кэти потребовала пройти проверку на полиграфе. Полиция предоставила ей такую возможность, потом еще раз. Она провалила проверку с треском, но ее это не сломило. Кэти не отрицала свою неприязнь к сопернице, но заявила, что никогда бы не убила ее и не подбила кого-то на убийство. Дело в том, что ее отец умер, когда ей было 2 года, мать она похоронила в 18 лет. Зная, что такое расти без родителей, она никогда не поступила бы так по отношению к детям Робин. Итак, без признания все доказательства против Кэти были косвенными. Требовалось что-то понадежнее, когда произошел прорыв. В офисе прокурора кто-то разговорился о передаче, в которой говорилось, что некоторые смартфоны оставляют цифровой след, когда связываются с сетью Wi-Fi. Wi-Fi на телефоне Кэти был выключен, но на телефоне ее сына Диего включен. То есть следователи могли использовать эту информацию, чтобы узнать едва ли не каждый шаг Диего, а значит и его матери в ту ночь. Так как все свидетели в один голос утверждали, что подросток все время был с матерью, отследив телефон Диего, можно было отследить Кэти. Если он был на Хелиум-Роуд, значит была она. Прокурор попросил помощников получить эту информацию. На это ушли месяцы, но когда данные были получены, Джеймс Фаррен встретился с Кэти. К тому моменту она просидела в тюрьме в ожидании суда 467 дней. Прокурор заявил Кэти, что эти данные он считал последним, что ему было нужно, последним гвоздем в крышку ее гроба. Он был уверен, что это отправит ее в тюрьму до конца жизни. Но это именно то, что позволит ей выйти на свободу к детям, потому что она действительно не появлялась на Хелиум-Роуд в ту ночь. Кэти не могла поверить его словам, она разрыдалась от переполнявших ее эмоций. Сегодня она признается, что в тюрьме ее посещали самые страшные мысли. Она думала, если меня осудят и признают виновной, им придется вынести меня отсюда в мешке для тел. Потому что я предпочту, чтобы мои дети говорили, что их мать умерла, чем говорили, что их мать сидит в тюрьме за убийство. И вдруг, по щелчку пальцев, она была свободна. Через несколько часов дело против нее закрыли и отпустили домой. Счастливый финал? Еще нет, ведь если Кэти невиновна, значит кому-то другому сошло с рук убийство. Прокурор публично признался в совершенной ошибке. Он понял, что Джей Ди обыграл его просто потому, что все считали его недостаточно умным, чтобы подставить кого-то в убийстве. В его доме был небольшой арсенал, но он выбрал розовый пистолет, который часто заедал после первого выстрела только потому, что это пистолет Кэти. Он мог выбросить его там, где его никогда бы не нашли, но он вернул его домой. Больше того, камера видеонаблюдения зафиксировала машину, похожую на его, возле места убийства и примерно во время преступления. Не видя лицо водителя или регистрационный знак, следователи не могли доказать, что это его машина, но были уверены, что за рулем сидел Джей Ди. Машина, даже близко похожая на машину Кэти, там не проезжала. Но даже это не самая большая ложь с его стороны. Еще больше была другая ложь, не о ночи убийства, а о его прошлом. Сорвиголова Джей Ди на самом деле никогда не служил ни в корпусе морской пехоты, ни в других войсках. Он не был в Ираке или Афганистане.
Все это были россказни, чтобы впечатлить таких девушек, как Робин, чьи родители связали жизнь с армией, что само по себе говорило многое о натуре мужчины. Прокурор был уверен, что в какой-то момент Робин сказала Джей Ди, что встретила кого-то другого, и они больше не будут любовниками. А еще она хочет наконец-то получать алименты, и хочет получать их в полной мере. Задумка Джей Ди была проста – убить Робин и избавиться от нее, подставить Кэти и избавиться от нее тоже. Остаться при деньгах и через месяц-полтора найти себе девушку помоложе и позговорчивее. Это решало все его проблемы. Но обжегшись раз, прокурор не спешил с обвинениями, когда через 9 месяцев ему позвонила мать Робин. Джей Ди попросила оказать ему услугу и купить билет до Нью-Йорка. Мужчина наверняка решил сбежать и пересечь границу с Канадой. Якобы ему нужно съездить туда в выходные. Это заставило прокурора действовать. Но арест – это еще не обвинительный приговор, поэтому прокурор пошел на еще один неожиданный шаг. Пригласил в качестве свидетеля человека, которого уже обвинял в убийстве Робин – Кэти. Прокурор был уверен, что его ошибка теперь поможет осудить мужчину. Робин убили из розового пистолета, и сделал это либо Джей Ди, либо Кэти, и это точно не была Кэти. Адвокаты Джей Ди настаивали на том, что если Робин сильно ударили по голове, а потом выстрелили, то это сделала Кэти, потому что каждый из этих поступков по отдельности мог убить Робин, но убийца не остановился на чем-то одном. Это означало, что он был в ярости. Значит, это могла быть только обманутая жена. Кроме того, по мнению адвокатов, их клиент не мог подставить Кэти просто потому, что не так умен. И если бы он хотел подставить жену, то удосужился бы узнать, где она, чтобы у нее точно не оказалось алиби. Члены жюри присяжных поверили в версию обвинения и приговорили Джей Ди к пожизненному заключению. Он не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение до 2046 года, когда ему исполнится 63 года. Правосудие для Робин свершилось, но ее родителям все еще больно при мысли, что самый большой страх их дочери осуществился, когда Джей Ди бросил ее совсем одну на той удаленной дороге. В январе 2020 года дело получило неожиданное продолжение. Апелляционный суд отменил обвинительный приговор Джей Ди. Оказывается, 2 члена жюри присяжных сформировали мнение о подсудимом и деле до начала суда, что запрещено процедурой. Кроме того, Джей Ди пожаловался на работу своих адвокатов. Прокуратура, в свою очередь, также подала апелляцию, и в 2021 году суд поддержал обвинительный приговор, а также пожизненное заключение Джереми Спилбауэра. Впрочем, важно подчеркнуть, что в 2020 году апелляционный суд не решил, что мужчина невиновен, а постановил, что произошла процедурная ошибка. И даже в случае проведения повторного суда над Джей Ди, Кэти обещала снова присутствовать на нем от имени Робин, чтобы правосудие восторжествовало вновь. Сама Кэти стала директором компании, которая помогает подросткам и взрослым преодолеть эмоциональные и физические травмы и изменить свою жизнь к лучшему, благодаря спорту.